Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео хотел бы вам рассказать про схемотехнику подводных часов. Вот она у вас на экране, в принципе. С чего начать? Главное устройство — это микропроцессор, микроконтроллер, точнее говоря, STM32WB серия. В принципе, в эту плату можно впаивать любую серию, начиная там WB15, WB30, WB55, но я рекомендовал бы использовать WB55, так как он имеет больше всего объем памяти и объем флеш-памяти. Вот. Ну, в принципе, его включение стандартное. Так, едем дальше. Устройство отображения является OLED-дисплей 128/64, ну, самый дешевый, который выпаивается из модуля с AliExpress за 100 рублей. Вот, в принципе, оттуда, наверное, можно все конденсаторы выпаять. Так, дальше. Устройством ввода является микросхема MPR121. Это микросхема Touch Sensor. Также, в принципе, сам микроконтроллер может делать это. Но не все серии могут. Вот, допустим, STM32WB15 может это делать. STM32WB30 не может. Для этого, в принципе, вот я и предусмотрел на печатной плате вот этот контроллер MPR121. Но, как я в итоге протестировал, лучше всего как раз работает MPR121 микросхема. И, в принципе, можно его распаивать. Тоже он на AliExpress продается в виде готового модуля. Там тоже рублей 100 где-то стоит. В общем, копейки. Так, едем дальше. Ну и основной датчик — это датчик давления MS5837. В принципе, самое простейшее его подключение. Датчик не дешевый, но относительно, где-то 1000 рублей стоит. Вот. Существует два типа датчиков. Ну, на самом деле их больше, но вот два основных — это MS5837-02BA и MS5837-30BA. То есть 0,2 это означает давление, 2 бара максимальный диапазон давления и 30 бар. Соответственно, для часов это либо до 20 метров измеряет глубину, либо до 300. Ну и, соответственно, разрешение разное. 0,2 BA, там разрешение, по-моему, чуть ли не 2 миллиметра, а 30 BA разрешение, по-моему, 2 сантиметра. Ну, не точно. Так, едем дальше. Акселерометр плюс магнитный компас. Реализован в микросхеме LSM303. Вот она на экране. В принципе, подключение тоже стандартное по даташиту. Ну, единственное, некоторые нюансы есть. То, что прерывание я не развел. Но это в следующей ревизии платы, я думаю, все сделаю. Есть кое-какие огрехи здесь. Так, ну и модули питания, в принципе, тоже все достаточно примитивно. Линейный преобразователь на 3,3 вольта. Один для микроконтроллера, один для дисплея. Соответственно, дисплей можно включать-выключать. Устройство зарядки аккумулятора тоже самое примитивное. Контроллер зарядки MCP73-832. Вот. Ну, соответственно, микроконтроллер имеет радиоинтерфейс, Bluetooth. Соответственно, тут разведен на плате. Чип антенны имеется, простенький фильтр. В общем-то и все. Сами сенсорные кнопки в виде простых площадок. Вот. Ну, наверное, надо сказать пару слов о микроконтроллере. Хотя, конечно, тут пару слов не обойдешься.
микроконтроллер двухъядерный. Первое ядро – это, так сказать, ядро пользовательских программ. А второе ядро – это ядро, непосредственно, которое обслуживает радиомодуль. То есть, которое непосредственно реализует протокол Bluetooth. Ну, либо можно не только Bluetooth прошить, OpenTrade и еще какой-то протокол. Ну, про это я в отдельном видео расскажу попозже. Вот, и смысл в чем? В том, что нужно прошивать еще отдельную прошивку, которая поставляется разработчикам этого микроконтроллера STM. И это не так просто сделать. И про это, наверное, тоже сниму отдельное видео. Вот. Думаю, на этом пока закончим. Всем спасибо.